Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, что каждому из нас нужно сделать самое важное и главное до новолуния. Обращаем внимание, что у нас новолуние 30 апреля, чтобы потом праздновать победу и привлекать изобилие и достаток. Вы знаете, когда Луна идет на убыль, самое время взяться за дела. Особенно нас сейчас преобладают последние дни убывающей Луны. И важно за этих пару дней до новолуния, потому что энергетика этой лунной фазы становится достаточно сильная. И мы с вами должны провести определенные практики, сделать определенные моменты в своей жизни для того, чтобы правильно встретить новолуние само, а потом прожить наши 2 недели растущей Луны, чтобы у нашей жизни было все прекрасно, чудесно и замечательно. Всем известно, что Луна достаточно сильно влияет на жизнь человека, причем каждая ее фаза по-своему. И период у нас с вами сейчас убывающей Луны – это лучшее время для завершения давно начатых дел. Для того, чтобы расставаться со своим прошлым, исправлять ошибки и подводить итоги. А выяснить, в какой фазе в настоящий момент находится Луна, вы можете несколькими способами. Первое – это обратиться к лунному календарю. В интернете достаточно много разных календарей, только, пожалуйста, обращайте внимание, что есть лунные календари, которые привязаны не к московскому времени, а, например, к американскому или еще к какому-то другому, к европейскому, и, соответственно, может не совпадать с вами. Поэтому всегда смотрите на время. И второй так называемый метод пальца. Для этого вечером, когда будет виден диск Луны, к нему нужно поднести указательный палец и посмотреть, какая образуется буква. Если R, то это растущая Луна, а если S, то убывающая. Итак, с периодом мы с вами определились. Давайте поговорим о том, когда у нас новолуние. Почему мы считаем, что сейчас, последние дни перед новолунием очень-очень важны. Обращаем ваше внимание, что новая фаза Луны будет проходить у нас с вами под покровительством земного знака зодиака Телец. То бишь 30 апреля в 23 часа 28 минут по московскому времени. И вы знаете, новолуние это, наверное, один из лучших моментов для того, чтобы строить планы, строить какие-то новые проекты на месяц. Ко всему прочему, именно в этот период у нас с вами еще произойдет и солнечное затмение, но об этом мы поговорим с вами в другом видео. И вы знаете, Телец достаточно стабильный, неторопливый знак зодиака, поэтому в данное новолуние не стоит ни с чем спешить. Лучше замедлить ритм жизни и по достоинству оценить то, что вы имеете. Также это будет время усиления самообладания, стойкости, и земная практичность и рациональное мышление Тельца может помочь многим в материальном обеспечении, в завершении ранее начатых дел, в решении финансовых вопросов. Также это будет хорошее время для творческих занятий или хобби. Но для того, чтобы у нас произошли определенные финансовые моменты в нашей жизни, мы смогли с вами решить определенные те же финансовые вопросы, работы в личной жизни и так далее, мы с вами уже сегодня перед новолунием должны заложить фундамент. И если мы с вами закладываем правильный фундамент, мы с вами, соответственно, встречаем правильно само новолуние и дальше начинаем жить. Кроме того, обращаем ваше внимание, что на сегодняшний день очень многие люди уже четко чувствуют фазу Луны и знают, что когда это делать. Это очень здорово. Но давайте мы остановимся на тех моментах, которые необходимо уделить особое внимание до этого новолуния. Давайте поговорим о том, что до новолуния это самое, наверное, идеальное время для избавления от ненужных вещей. И начать стоит с разборки скопившихся бумаг,
вещей, при этом как рабочих, так и ваших личных. Если у вас есть какие-то старые журналы, счета, корреспонденции, вы знаете, что они вам не нужны, выбрасывайте. Если у вас хранятся вещи, которые навевают вам какие-то неприятные воспоминания, или они подарены людьми, от которых хочется вам забыть, избавляйтесь от них, пожалуйста, без сожаления, потому что лишний хлам несет в себе застоявшуюся негативную энергетику, которая должна исчезнуть вместе со старой Луной. Следующее, что нужно успеть сделать до новолуния: отпустите бесполезные или тяготящие вас отношения. На первый взгляд вам может показаться, что в них нет ничего страшного, но на уровне подсознания они забирают ваши силы, время и порождают массу определенных комплексов. Особенно это касается отношений, которые завершены физически, но вы постоянно ведете внутренний диалог с человеком и пытаетесь сами для себя уяснить, что же произошло. И в этой ситуации напишите такому человеку письмо, в котором выскажите все, что не удалось вам сказать в лицо, а написанное уже после сожгите. И вы внутренне будете ощущать, что наконец-то вот вы освободились, и в следующий лунный цикл вы сможете войти со спокойной душой. Также обязательно завершите начатые дела, особенно те дела, которые вы отложили в долгий ящик. На убывающей луне хорошо завершать ремонт, например, дошить тоже платье, дописать дипломную работу. Также очень хорошо, если вы сможете прийти к какому-то финальному результату вашей какой-то деятельности. Также это время прекрасно подходит для практик по очищению организма и избавлению от дурных привычек. Все, знаете, проходит намного легче и приятнее. Также разберитесь с ненужными связями. Иногда, конечно же, сжигать мосты очень тяжело, но это необходимо. Поэтому постарайтесь вот до новолуния, до 30 апреля расставить все точки над «и». Если вы не сможете забыть человека, но и попрощаться с ним нет возможности, напишите ему благодарственное письмо. Постарайтесь также избавиться и от черной полосы в жизни. Конечно, это покажется кому-то громко будет звучать, но вы должны понимать, что с черной полосы только вы сами можете выйти. Но для этого вы должны сами решительно обрезать все ненужное. И знаете, самое простое, что вы можете сделать, это начните визит в парикмахерскую. Также вы какой еще можете провести простую практику, благодаря которой произойдут определенные процессы в вашей жизни. Возьмите материал и искрошите его ножницами на мелкие кусочки. Так вы сможете избавиться от каких-то комплексов, от каких-то страхов, возможно, от сомнений в себе и даже от страшных снов. Вы знаете, убывающая луна – это время, когда каждый из нас должен вот четко подвести вот итоги, понять себя, а расстаться со всем неприятным в своей жизни. Иногда это очень сложно, потому что мы годами вот растили вот эти страхи, эти неприятности, проблемы. И вот в один момент за пару дней мы пытаемся от этого избавиться. Это очень сложно, но если вы готовы начинать, вы готовы меняться, делайте. Постарайтесь сами себя простить за какие-то ошибки. Вы должны понимать, что вы живете одной жизнью, и вы сами для себя приняли решение и допустили ошибку. Возможно, вам не хватало опыта, не хватало знаний, но это ваш жизненный опыт. Если вы правильно все сделаете, проведете работу над ошибками, то в вашей жизни больше такого не повторится. Также будет очень хорошо, если вы сможете составить список дел, которые вы планировали сделать, например, в течение этого года или в течение месяца. Это очень важно. И также до новолуния очень важно, чтобы вы провели работу над собой.
пересмотрели свои привычки, также постарались пойти на компромисс, избавиться от лишнего, что вот действительно вам мешает свободно дышать. Обращаю ваше внимание, что эти все пункты у каждого свои, потому что у каждого своя жизнь, и в каждой ситуации нужно разбираться по отдельности, потому что мы с вами вот сейчас с вами проговорили, да, но вам нужно сесть за стол, взять ручку, листок бумаги и начать продумывать и поэтапно понимать, что вы можете в данную секунду изменить, а что вам потребуется время. Потому что все, что касается, например, отношений между людьми, это очень сложно разорвать за 1 минуту, за 1 час, или бывает даже требуется года для того, чтобы разорвать вот эту энергетическую связь. Но дело в том, что мы с вами все люди, и мы сотканы из определенных энергий, мы сотканы из эмоций, и без этого, к сожалению, а может быть, к счастью, никуда. Но вы знаете, если вы начнете уже что-то делать вот в последние дни перед новолунием, знайте, что это новолуние действительно может стать для вас судьбоносным. Помните об этом. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам были полезны. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Обязательно подписывайтесь и на наш телеграм-канал. Друзья, ссылка в описании к этому видео, на наш телеграм-канал. Обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Также, друзья, прямо сейчас на экране вы видите 2 прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте то видео, которое для вас интуитивно интереснее. Знаете, там подсказки от высших сил, от Вселенной. И только зависит от вас, готовы ли вы принимать такую информацию или нет. Друзья, всем всего самого наилучшего. Услышимся уже в следующем видео.